Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Глава комитета и известный актер Никита Сергеевич Михалков сообщает о чрезвычайном событии, которое произошло вчера вечером в Санкт-Петербурге. Сотрудники комитета вот уже на протяжении 1,5 лет продолжают активную борьбу против незаконных действий элементов российского шоу-бизнеса и вышестоящих эшелонов власти. Вчера вечером члены комитета в Санкт-Петербурге проводили проверку крупного спортивного центра, который специализируется на занятиях боксом. Спортивное заведение существует уже более 2 лет, но за это время ни разу не платило налоги. Стало известно, что директором данного спортивного центра является видный общественный деятель и бывший спортсмен, известный боксер Николай Валуев. Николай Сергеевич Валуев – это не только известный боксер, заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион России, чемпион мира и чемпион Олимпийских игр, но а также известный общественный деятель. После окончания спортивной карьеры Николай Сергеевич Валуев начал работать в эшелонах власти Санкт-Петербурга. Еще несколько месяцев назад команда Никиты Михалкова сделала строгое внушение Николаю Валуеву заведения незаконного коммерческого бизнеса, связанного с электросамокатами в Санкт-Петербурге. Николай Валуев заплатил крупный денежный штраф и даже 2 месяца находился в следственном изоляторе. Однако, выйдя на свободу, видный общественный деятель вновь нарушил закон. В спортивный боксерский центр Николая Валуева с проверкой направились 4 сотрудника комитета, известные артисты: Максим Дрозд, Александр Михайлов, Алексей Нилов и певец Александр Розенбаум. Сотрудники комитета не нашли Николая Валуева в кабинете директора и напрямую направились в спортивные ринги, где проводились боксерские тренировки. Там они и застали за делом Николая Сергеевича Валуева. Однако Николай Валуев повел себя не совсем адекватно, крайне неуважительно к сотрудникам комитета. Он попросил охрану удалить членов организации из спортивного центра. Достаточно вспыльчивый актер Алексей Нилов сделал замечание Николаю Валуеву и потребовал откровенного разговора в кабинете директора, после чего Николай Валуев послал Алексея Нилова в глубокий нокаут и нанес артисту серьезнейшую черепно-мозговую травму, после чего Алексей Нилов оказался в реанимации. Другие сотрудники комитета немедленно вступили за своего товарища и вызвали полицию. Решением Следственного комитета во главе с товарищем Бастрыкиным против Николая Валуева будет возбуждено уголовное дело. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.